Да уж, ребята, то не дождешься от разработчиков хотя бы маленького обновления, то они начинают сыпать ими со страшной скоростью. И в итоге сегодня в CS2 выходит новое, которое весит 652 мегабайта. Конечно же, осмотрим его и поговорим о новом алгоритме фактора доверия, очередной попытке задушить фермеров и будущем контенте для игры. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту, так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, начать я предлагаю с текущего обновления и плавненько перейти к утечкам и прочей информации. Короче, сегодняшнее обновление посвящено по большей части фиксам предыдущего. Обновили две карты, это Dust 2 и Inferno. На Dust исправили место возле двойных дверей, где гранаты могли провалиться сквозь текстуру, а на Inferno пофиксили место, где могла провалиться сквозь текстуру уже оружка. Исправили также ошибку анимации броска гранаты, которая зависала при динамичной смене рук. Исправили ошибку, из-за которой один и тот же тип гранат нельзя было бросить несколько раз, не переключившись на другое оружие. Исправили также ошибку, позволяющую поднимать больше гранат, чем положено. И исправили ошибку, из-за которой в дыму от дымовой же гранаты иногда загоралось свечение, словно в ней взорвалась ослепительная граната. В скрытых же файлах данного обновления разработчики добавили новую третью причину остановки матча, которая связана непосредственно с VAC-системой, и гласит она следующее. VAC обнаружил нарушение в игровом процессе, и поэтому матч отменен. Напоминаю, что в игре до этого было всего две причины. Одна гласила о том, что VAC Live обнаружил читера, а вторая — это сбой в соединении с сетью, он же интернет. По всей видимости, VAC теперь в некоторых случаях будет приостанавливать матч и без бана определенного игрока, подтверждая мои слова из прошлого ролика о том, что разработчики включили некоторые модули защиты VAC-системы. Но давайте вернемся немного к прошлому обновлению. По всей видимости, после вчерашнего разработчики изменили алгоритм фактора доверия. И если раньше он способен был понижать фактор потенциальным читерам, то теперь понижает из-за Vertigo Boost и игроков, которые стоят на серверах, лутая дроп. Помимо этого, еще вчера после обновления, как и говорил в своем прошлом ролике, была небольшая VAC-волна, которая задела конкретно фермерские аккаунты. Мало того, она продолжалась и по сей день, и детектила их каким-то чудом при запуске на Vertigo Boost или просто на официальные сервера сообщества. Точная причина пока что выясняется. Однако еще вчера читеры, которые играют в соревновательном в ХВХ, спокойно продолжали это делать без детекта. Что ж, посмотрим, повлияло ли сегодняшнее обновление на ситуацию. Теперь же немного дополнительной информации о патруле, которую я постил в своем телеграм-канале сразу же после выпуска ролика. Некоторые ютуберы, конечно, успели скопировать мои мысли, но все же продублирую их тут. По предварительной информации, исходя из файлов игры, скорее всего, дела в патруле теперь будут связаны лишь с одной из причин. То есть, после просмотра демки в вердикте вы не будете сами определять, в чем провинился игрок. Вас теперь в лоб будут спрашивать лишь один вопрос: нарушал или нет, будь то гриферство, просмотр сквозь стены и так далее. И теперь становится понятно, почему разработчики ранее запретили выбирать несколько пунктов в репорте на игрока. Ну и напоследок, в сегодняшнем обновлении в файлах игры была замечена активность в участке меню панорамы, где разработчики тестят разные нововведения в игре. К сожалению, они стерли все следы того, что они тестировали. Однако компиляция данного файла говорит о том, что его
его изменяли. Скорее всего, разработчики готовят очередную новую фишку в игре, так что в ближайшие месяцы стоит ожидать еще одно крупное обновление. Ну а с учетом того, что сейчас яро банят фермеров, возможно и косметический контент, будь то новый кейс или же какая-нибудь капсула. И на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр, всем пока и удачи!